Всех приветствую на моем канале. В этом видео я хочу показать, как связать домик для домашнего грызуна. Для этого нам понадобится трикотажная пряжа и крючок номер 8. Сначала свяжем нижнюю часть домика. Будем вязать ее по кругу. Делаем кольцо, провязываем в него 6 столбиков без накида. Это будет наш первый ряд. Провязали 6 столбиков без накида и затягиваем отверстие. Во втором ряду нам надо провязать в каждую петельку по 2 столбика без накида. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка, и так до конца ряда. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. В пятом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. В шестом ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда. В конце у вас должно получиться 36 столбиков без накида. На этом мы заканчиваем вязать нижнюю часть домика. Провязываем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Оставляем небольшой хвостик для того, чтобы можно было его спрятать. Потом мы эти хвостики спрячем в столбиках. Теперь нам надо найти середину нашего полотна. Очень хорошо видны наши прибавки, которые мы делали. Поэтому от середины находим прибавочку
И от нее вправо нам надо отсчитать 7 столбиков без накида и прикрепить маркер. С левой стороны отсчитываем 5 столбиков без накида и в пятую вставляем маркер. Теперь будем вязать поворотными рядами. Между маркерами у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Это будет вход, мы его не провязываем. Первый ряд мы будем провязывать за полупетли, то есть не за 2 петли, как мы вяжем обычно, а за переднюю полупетлю. Закрепляем нить на месте маркера. Делаем петельку, провязываем воздушную петлю, затягиваем и сюда же провязываем столбик без накида. Это у нас 7 ряд. В 7 ряду нам надо провязать 3 столбика без накида, прибавка, и так до конца ряда, то есть до следующего маркера. Маркер мы не снимаем, вяжем до него. В конце 7 ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида. 8 ряд вяжем в обратном направлении. Нам надо провязать 30 столбиков без накида, без изменений. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю подъема. Всегда в начале ряда вяжем во вторую петлю от крючка. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем 9 ряд. В 9 ряду нам надо провязать 3 столбика без накида, убавка. И так до конца ряда. В конце ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. В 10 ряду провязываем 24 столбика без накида, без изменений до конца ряда. В конце этого ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. В 11 ряду провязываем 2 столбика без накида, убавка, и так до конца ряда.
В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В 12 ряду провязываем 18 столбиков без накида без изменения до конца ряда. В конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В 13 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка, и так до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. В 14 ряду делаем 6 убавок. В конце должно получиться 6 столбиков без накида. В 15 ряду делаем 3 убавки. С двух сторон нам надо сделать обвязку соединительными столбиками. Показываю, как спрятать кончики. Для этого нам понадобится крючок меньшего размера. Теперь делаем обвязку с другой стороны. Присоединяем нитку и вяжем соединительные столбики снизу вверх. Доходим до середины и закрепляем ниточку, имитируя колосок. Вот такой вот домик у нас получился. Посмотрим, оценит ли наша крыса. Похоже, ей очень понравился этот домик.
На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.